Сегодня готовим безумно вкусный творожный торт на сковороде. Практически без жира и буквально за считанные минуты. Все максимально быстро, просто, бюджетно, без весов и без миксера. Для приготовления теста нам понадобится 400 граммов творога, 2 средних яйца, 5-6 столовых ложек сахара, 2-2,5 стакана муки, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. Итак, начнем. Ставим сито на миску, берем 400 граммов творога и выкладываем его небольшими порциями в сито. После чего растираем ложкой или силиконовой лопаткой о стенки. Добавляйте творог порционно, так его намного легче протирать. Этот процесс делает тесто более нежным и однородным. Кто не хочет возиться с ситом, можно просто размять творог вилкой или воспользоваться погружным блендером. Посмотрите, какая получается нежная, воздушная и полностью однородная текстура. Добавляем к творогу 5-6 столовых ложек сахара. Перемешиваем, чтобы сахар начал растворяться. Для этого рецепта лучше всего подойдет творог 5-9% жирности. К творогу вбиваем 2 средних яйца и добавляем щепотку соли. Теперь все хорошо перемешиваем. Масса должна стать мягкой и однородной. Друзья, точный список всех ингредиентов вы найдете в описании или в конце видео. Далее вводим муку. Сначала 2 стакана, емкость стакана 200 мл. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и замешиваем тесто. Сначала перемешиваем лопаткой, а когда станет сложно, переходим на руки. Вымешивать нужно недолго, только до объединения всех ингредиентов. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. При необходимости можно подсыпать еще немного муки. Далее скатываем тесто в колбаску и делим на 8 частей. Количество частей зависит от размера вашей сковороды. Тесто получается очень мягкое. Каждому кусочку придаем округлую форму. Берем первый колобок, остальные накрываем пленкой и убираем в сторону. Подпыляем стол и тесто мукой и раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно 3-4 мм. Нужный диаметр можно вырезать сразу или уже после выпечки. Я буду вырезать позже. Обязательно накалываем тесто вилкой, чтобы оно не пузырилось. Переносим на сухую разогретую сковороду и выпекаем на среднем огне примерно 2 минуты до золотистого цвета. После чего переворачиваем корж и еще минуты 2. Первый корж готов. Итак, поступаем со всем тестом. Вот такие получаются красивые, мягкие, воздушные коржи с минимальным содержанием жира. Легко переворачиваются, хорошо пропекаются, получаются мягкими и ароматными. Кто хочет, может выпекать их в духовке при температуре 180 градусов до легкого золотистого цвета. Только не пересушивайте. Вот так просто и быстро мы выпекли все коржи. Обрезаем края. Диаметр у меня 20 сантиметров. Для обрезки я использовала обычную крышку от кастрюли. Получилось 8 коржей и обрезки на посыпку.
Коржи мягкие, просто шикарные. Теперь приготовим крем. Очень простой и, честно говоря, идеальный для этого торта. Берем пол-литра любой густой сметаны и 1/3 часть банки сгущенного молока. Все перемешиваем ложкой или лопаткой до однородности. Для этого торта также отлично подойдет заварной крем или вареная сгущенка. Добавляем несколько капель ванильного аромата, перемешиваем и приступаем к сборке. Чтобы торт не съезжал, на дно тарелки наносим немного крема. Далее промазываем каждый корж, мысленно разделив крем на 8 примерно равных частей. И собираем торт слой за слоем. Друзья, пишите, откуда вы меня смотрите. Мне всегда очень интересно это читать. Нанесем крем наверх и бока торта. Бока я украсила измельченными орешками, но это не обязательно. Можно просто обсыпать весь торт крошкой из обрезков. Вот такой простой, быстрый, бюджетный и довольно большой торт у нас получился. Дайте ему пропитаться 2-3 часа, и можно смело разрезать и пробовать. Сверху я украсила торт вот таким простым, но очень эффектным способом, сделав сеточку из крошки. Он мягкий, не жирный, из простых доступных ингредиентов, очень уютный и домашний. Отличный вариант к чаю как на каждый день, так и на праздник. И самое приятное, готовили мы его на сковороде без духовки. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита, всем пока!